и особенно и девушки тоже надо было как общаться с девушками, вот, поговорить с ними, вот. Девушки, давайте познакомиться, меня зовут Луис, маленькая страна, 77 квадратных километров. Конечно, другие скажут, Катар меньше. Вот. Но наша прелесть или наша особенность – это наша природа. Чем развита страна, что может позавидовать другие страны Панаме? С людьми. Людьми? Да. Веселые люди, красивые девушки. Вот. Мы купили яйца и хотели сковородку, но не знали, как говорить сковородку, не знали. Знаешь, что делали? Взяли яйца и показали продавщице. И она поняла. Количество воды в океане увеличивается. Насколько есть вероятность, что Панама уйдет под воду? Сан-Блас, там есть 360 чем-то острова. Ну, маленькие. Ну, да. Говорят, что многие из них уйдут. Теперь полушка, поле, полушка, пирога, поле. Это главное. Потом пели тоже забота у нас простая, забота наша такая. Вулканы не проснутся в Панаме? Ну, не дай бог. Не дай бог, но у нас есть один вулкан, вулкан Бару. Чирики, да, вулкан Бару. Но у нас есть тоже один вулкан, но он, не знаю, может быть, когда-нибудь проснется, это Эль-Вайе. Эль-Вайе это вулкан. А где находится? Там. Там же? Там, где на свете, это вулкан. По вашим данным, сколько русскоговорящих панамцев в Панаме? Я сказал бы где-то около 3000. После того, как Панама и Россия установили дипотношения, это в 94-93 году. Вот. И теперь все через государство. В те времена нам давали $300 рублей на одежду. Но это в 76 году. 300 рублей, это было 300 рублей. Я не сказал бы, что наша природа лучше, чем у других, но она уникальна. Чем панамцы гордятся в своей стране? Луис, расскажите, пожалуйста, что у вас связывает с СССР, с Россией на сегодняшний день и чем вы занимаетесь в Панаме? Ну, с Россией, во-первых, жена моя из России, то есть у нас тесная связь с ней, вот, естественно, и из-за этого у меня очень тесная связь с Россией. Друзья очень много, с которыми дружили и учились во времена Советского Союза. Вот, я учился в Менделеевском институте, сейчас он теперь Менделеевский университет. Сначала учился на... В Москве? Да, в Москве, да, Менделеевский институт в Москве. Вот, и учился до 83 года, вернулся в Панаму. Вот, и здесь, сделали свой бизнес. А потом обратно поехал в аспирантуру в 89 году. И закончил аспирантуру в 93 году. Закончил аспирантуру. Вот. И с того момента я здесь занимался и занимаюсь именно в области экологии. Вот. Конкретно делаю, что называется, отвоз. Это делать, для проектов делаем все эти экологические экспертизы. Вот. И сейчас я преподаю тоже в университете в области экологии. Вот. Аудит природы, природный аудит. Делаю тоже учение экологических ущерб
тоже делаю в университете, преподаю в университете, технологическом университете в Панаме. Вот. Кроме того, с супругой у нас есть бизнес, вот, сейчас где мы находимся, мы занимаемся производством химических продуктов, мыло для рук, мыло для посуды, мыло, моющие средства для полов, вот, и тоже, чтобы чистить окна, делаем тоже продукты. И кроме того, тоже продаем другие вещи, именно связанные в области хозяйства, для офисов, для ресторанов, для домов. И у нас с этим делом с супругой 20 лет этим занимаемся. Но, конечно, до этого занимался я экологической экспертизой. Вот. А так продолжаю я в этой области, продолжаю преподавать в университете технологическом. Наверное, я не полный, так мы говорим, есть такое понятие, полный преподаватель. То есть я несколько часов только преподаю. Не штатный консультант. Нет. Это я по декрету я являюсь преподавателем университета, но у меня часов мало. У меня только 6 часов в неделю. Вот. А преподаватель, который имеет полный штат, у него 16 часов в неделю. А вы как просто преподаватель или вы профессор? В Панаме понятие есть только преподаватель. И всех называют профессор. Всех называют профессор. В России просто так профессор не называют. Да, в России профессор, преподаватель, кандидат. Да. Поэтому. А в Панаме есть такое понятие только преподаватель. Вот. Но его называют профессор. Вот. Но не то понятие, как в России. А так, в общем, преподаю я в университете 28 лет, вот, с 95-го года. Вот. Уже в этом году будет 29. Чему там учите? Году. Бизнесу или экологии? Не, экология. В области экологии. Только в экологии я преподаю в университете. Вот. Как раз у нас прошел недавно ситуация, вы чувствовали, вот. Один из вопросов, связанных с этой ситуацией, была именно экологическая экспертиза. Вот. И это был главный вопрос, чтобы этот проект не прошел. Ну, это то, что протесты были? Да. И как же он прошел, как же подписали контракт? Ой, это уже политическая ситуация, столько есть это самое мнение, понятие, но конкретно, что когда Верховный суд принял решение этот контракт аннулировать, вот, они сказали, что были 25 нарушений Конституции. 25 статей на Конституции нарушили. Вот. Можете себе представить, это. Но и один из этих вопросов именно в области экологии. Но на сегодняшний день народ отстоял свой? Да, но все равно народ находится, так скажем, не спит. Не спит. Вопрос, а как же рабочие места? То есть там же были рабочие места, куда люди пойдут? Да, дело в том, что, как я говорил, этот контракт с этой компанией в 2017 году уже Верховный суд объявил его нелегальным. Но наши правители, два правительства, правительство Варела, а сейчас нынешнее правительство, они закрыли глаза на это, зная, что Верховный суд принял решение аннулировать этот контракт. И они все равно продолжали. То есть с того момента тоже эта компания, они знали, что они незаконно действуют. Понимаете? Вот почему они продолжали работать, если они знали, что незаконно. Коррупция. Я это слово не сказал, это вы сказали. Вот. И дело в том, что
люди, которые работают там, они знали, что они работают в нелегальной компании. То есть они тоже не могут так выступать, что их, конечно, вот, они сейчас должны требовать от компании, чтобы признать компенсации и так далее. Ну, добро. Но говорить, что они останутся без работы, это как если ты наркомана, его за решеткой ставишь, и те, которые работали с ним, начнут выступать. Какая разница? Вот, понимаете? Вот, и поэтому, конечно, жалко этим людям, жалко, но все равно они знали, что это незаконные Что они работают ситуации. незаконно, неофициально и ненадолго. И ненадолго, да, поэтому, вот, и естественно, ну, а сколько человек? 7 тысяч, вот, ничего, люди могут найти работу. Могут найти работу в этой стране. Маленькая страна, но можно найти работу. Вопрос. Вы сказали, что возвращались в СССР, обучались в аспирантуре. То есть вы видели идею развития в СССР? Не было у вас идеи остаться в сср? Нет, никогда не была идея, потому что, во-первых, я когда поехал в Россию первый раз, то есть в Союз, в 1976 году, мы проехали через линию Компартии Панамы. Так, и у нас было строго, так сказали, вы закончите университет, возвращайте в Панаму. Домой. Потому что, да, вот, Союз готовит специалистов не для того, чтобы остались в Союзе. Бесплатно. И бесплатно. А готовили специалистов для того, чтобы приехали в свою страну. И развивали. И развивать ее. Зачем нам остаться там? Вот. То есть у меня никогда не было такой понятия остаться в России. Но ехать в Россию, да, то есть Союз, гулять и так далее. Вот. А поэтому никогда не было у меня в планах остаться в Союзе. По какой профессии диплом получили? Первый раз инженер-химик. Инженер-химик, химик-технолог, извини. Инженер-химик-технолог. А второй у меня, ну, аспирант, ну, PhD, вот, Technical Science. Это КТН. Вот, КТН, вот, кандидат наук. Я понял. Ну, тоже по этой профессии? Да, нет, в экологии. По экологии. По экологии. А почему, почему экологию выбрали? Когда я находился здесь в Панаме, вот, ну, мы смотрели вопрос о природе, о охране природы. И поэтому я говорю, потому что я собирался тоже с другим товарищем ехать в аспирантуру. Но он не успел. И я поехал один. Вот. И тогда мы с ним договорились, давайте будем заниматься будем учить в области экологии аспирантуру. Вот, и тогда я сам приехал в Москву в 1989 году, потом был распад Союза, ну и я продолжил, и было вторжение в Панаму в 1989 году, тоже в конце 1989 года. Вот, и ну, остался в экологии. Как раз мой преподаватель, мой руководитель, он говорит: Луис, ты теперь закрываешь цикл, ты совершаешь цикл. Сначала ты как химик, ты все загрязняешь, а теперь как эколог ты будешь очищать. Вот. И очень мне понравился этот выбор, очень понравился выбор. Вот. И доволен я этим. А сколько эти знания вам помогли здесь, в Панаме? Ой, много. Много. Потому что я мог, по крайней мере, сравнить, какой может быть ущерб человека в природу, если он не берет необходимые меры, чтобы, по крайней мере, компенсировать или прекратить, ну, его действия, вот, по отношению к природе, что все должно быть сбалансировано. Вот. Не можем брать больше, что природа нам дает. Вот. Поэтому и это мне очень помогло, вот, знание.
Я не говорю, что здесь в Панаме нету такого, или в другой стране есть. Но я говорю то, что я получил в России. Потому что здесь тоже очень хорошие есть эти самые университеты, вот, которые преподают в области экологии. Вы за или против по поводу паноамериканского шоссе, чтобы между Панамой и Колумбией была дорога? Кстати, это вопрос давно, это вопрос смотрят. Но дело в том, что с точки зрения экологии, это очень, я сказал бы, опасно. С точки зрения сельского хозяйства еще опаснее. Почему? Дарьен является, как говорим, или как говорят лучше, как говорят, Дарьен является частью Амазонии. Амазония, вы знаете, говорят, что это легкие земли. И кроме того, для Панамы Дарьен это как барьер, чтобы не допускать разных болезней, которые могут вредить наших коров, животноводства. Вот, поэтому убрать убрать Дарьен это очень опасно с точки зрения сельского хозяйства. Вот, с точки зрения экологии, как говорил, Дарьен это легкие земли, потому что растения, которые там есть, вот, очень помогают в области, так скажем, обмен веществ, вот, обмен воздуха и так далее. Вот. И поэтому тоже они играют очень важную роль вот, в поддержании, я сказал бы, климата на Земле. Поэтому я не то, что против этого проекта, но, по крайней мере, этот проект должен быть очень хорошо изучен. И не просто смотреть с точки зрения прибыли, денег и так далее. Да. А это очень чувствительное место. На Поэтому сегодняшний день что? люди говорят, что да, вот, даже вы говорите про панамериканскую дорогу, да? Но другие говорят про исследование нефти. Вот, да. Вы можете себе представить, маленькая страна, 77 квадратных километров. Конечно, другие скажут, Катар меньше. Вот. Но наша прелесть или наша особенность – это наша природа. Вот, растения, вот, животных, вот, которые, есть уникальные животные, которые не увидишь в других странах мира. Или другой. Но именно в том месте, что есть такого, что нет в Панаме. Вот там сельское хозяйство же не сажают, правильно? Есть, но не так сильно, да. не так объемно. Именно за это, вот, потому что хотят ее держать, не хотят ее убрать. Поэтому стараются лучше не трогать. Там просто джунгли и Да, малярия, да. заболевания. Да, всякие есть, Вот. Вот. Поэтому они лучше предпочитают, я, по крайней мере, если мне скажут, Луис, да или нет, я сказал бы нет. Да. Но я не против прогресса, но я сказал бы нет, чтобы не трогали. Нефть там есть? Есть только слух, что вчера, по-моему, считал, что вроде бы 800 миллионов баррель
Бавель, да, по-русски тоже. Ну, не знаю, есть или нет. Но если мы говорим, как говорят, собаки лают, караван идет. Да. Поэтому... Ну, еще боятся, я так читал, что наркотрафик пойдет. Нет, это не. Главное это именно сельское хозяйство. Это главное. Вот. Вы знаете, что наша страна, она сельскохозяйственная страна, вот, и если открыть, это есть возможность, чтобы это всякие болезни, автоса, которые болеют, это самое. Автоса не знаю, как будет по-русски, вот, но это заболевание у коров. Вот. Чем развита страна, что может позавидовать другие страны Панаме? С людьми. Людьми? Да. Веселые люди, красивые девушки, природа, реки, море, вот, два океана. Я помню, были люди из Беларуси, когда в 2003 году, приехали они на ярмарку. У нас есть, каждый год есть ярмарка Экспо Комер. И я с ними занимался. Гид. Не то, что гидом, а я сказал бы помощник. Не гидом. Золоток Панамы. Да. И мы с ними, я им сказал, ребята, их было человек 11, по-моему. Да, 11. Сняли автобус, и я им говорю, ребята, мы будем делать такое сегодня. И мы сделаем такое сегодня, что мы будем на Атлантическом океане. И потом через 2 часа будем на Тихом океане. Поехали в Колон на пляж, искупались, ели рыбу и так далее. И сели на автобус и поехали теперь на Тихий океан. И тоже там искупали, ели и так далее. В течение 2 часов. Какой океан лучше? Это у каждого. Например, моя супруга, ей нравится Атлантик, потому что там нет разницы в этом отлив и прилив, нет большой разницы. Там только фут. А Тихий океан, вот, там несколько метров бывает разница между отливом и приливом. И, конечно, но многие любят больше Атлантик. То есть это Карибское море, поэтому. Но у нас есть очень красивые острова на Тихом океане, типа как Контадора, есть Исла-Рей, Сабога. Да, вот там Табога ничего. Сан-Блас. Но Сан-Блас это Карибский бассейн. Да, Сан-Блас это Карибский бассейн. А Бока-Зетор это Карибский тоже бассейн. Колон Карибский бассейн. Вот. Так, вот, наша страна, я думаю, что она, ее особенность, это ее природа, ее люди, вот, животные. Вот. Встаешь и слышишь попугай, как поют, или колибри, как летают там. Вот. У нас здесь вот, колибри летают. А хищников, змей нету? Да, есть змеи тоже, но научишься жить с ними. У вас медведи, у нас С точки зрения экологии, все-таки аналитики, эксперты говорят, что так как ледники тают и количество воды в океане увеличивается, насколько есть вероятность, что Панама уйдет под воду? Говорят не то, что Панама, а больше всего те, которые находятся, Особенно есть канал панамский, так вообще. Нет, про панамский канал не так говорят, а больше эти острова, которые находятся на Карибском бассейне. Вот. Сан-Блас, там есть 360 чем-то острова. Но маленькие. Ну, да. Говорят, что многие из них уйдут. Даже
даже начали людей переселять из нескольких островов, переселять на суше. Потому что говорят, что они, скорее всего, с этим изменением климата они уйдут. По Панаму коснется? Может быть, но не так сильно, я думаю. А то по карте на будущее даже видел, что Италия под воду уедет. Ну, какое будущее у нас? 100 лет, 120 или 200. Все может быть, но по крайней мере говорят, что эти острова, которые находятся на Я как Карибском специалист, побережье. эксперта спрашиваю, Нет. вулканы не проснутся в Панаме? Ну, не дай бог. Не дай бог, но у нас есть один вулкан, Бару. Чирики, да, вулкан Бару. Но у нас есть тоже один вулкан, но он, не знаю, может быть, когда-нибудь проснется, это Эль-Вайе. Эль-Вайе это вулкан. А где находится? Там. Там же? Там, где нашли, это вулкан. Дремлет? Да. Поэтому у нас нет такой опасной в этой области. Опасности нет. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании «Росмедицина», вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи и лечении за рубежом для иностранных граждан. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известными своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Наши услуги включают экстренную госпитализацию, медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию «Росмедицина». Первое. Лицензированная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Встречи или проводы в аэропорт на автомобиле реанимации. Третье. Сопровождение психологом, владеющим 3 языками. Английский, русский, испанский. Четвертое. Опытные травматологи, хирурги с опытом реконструктивных операций. И пятое. Возможность получения финансовых бонусов, компенсации расходов и скидки на авиаперелеты. Если вы нуждаетесь в медицинской помощи за границей, доверьтесь компании «Росмедицина». Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Вы мне за кулисами говорили, что вы были председателем русскоговорящих в Панаме. То есть у нас была организация, называлась Панарус, Панама, Россия. Или по-русски Панама, Руссия. Да, я возглавил эту организацию 2 года, потому что у нас через 2 года это сами изменили руководство. Но эта организация действовала примерно, я сказал бы, 5-6 лет. Это общественная организация? Да, общественная организация. Что там делали? Собирались? Разные мероприятия, особенно все те мероприятия, которые были направлены на то, чтобы люди познакомились с культурой России, особенно делали выставки, делали конференции, делали всякие мероприятия, которые, именно в этой области, чтобы познакомились с культурой России. Но и очень интересно было. А сейчас она работает? Нет, поэтому говорю, где-то 5-6 лет только. В связи с чем она закрылась? Я, по крайней мере, председатель, который был Нилда Кихана, она занималась другими вещами уже более в области политики. Я занимался своими вопросами, потом экологическими вопросами. И поэтому и другие не продолжали. Я сказал бы, что просто люди были неактивные? Да, активность потерялась, я сказал бы. Извините. Активность потерялась. Но
Остались у нас очень хорошие люди там были, которые работали, да. но не продолжали. По вашим данным, сколько русскоговорящих панамцев в Панаме? Я сказал бы где-то около 3000 панамцев. Да. Да, около 3000. На сегодняшний день Панама отправляет в Россию на Да, обучение? да, но мало. Не как раньше. Раньше обычно в год по 190 человек, 80 человек. Вот. А сейчас только 20, даже меньше, 10-15. Вот. Даже теряются эти стипендии, которые Россия дает через посольство. Потому что раньше были отношения в Союзе, когда был Союз, было, так как не были отношения с Панамой, все было между компартиями Советского Союза и Панамы. Вот. И тоже профсоюзные организации, вот, и через них много студентов имели возможность учиться в Советском Союзе. После того, как Панама и Россия установили дипотношения, это в 1994-1993 году, вот, и теперь все через государство идет, вот, на уровне государства. Вот, и мало. Мало, не то, что мало дают, а мало желающих, так скажем. Мало желающих. Потому что все равно ехать далеко. Не как мы в свое время. А сейчас студенты, которые принимают участие, им нужно получить через правительство и ФАРУ. Получить типа как стипендия. Но эта стипендия это как долг. Это займ, это не как раньше бесплатно, было бесплатно. а им придется, когда возвращаются, им придется платить. Вот, потому что стипендии, которые дают в России, это не как раньше, не хватает. И поэтому правительство России требует, чтобы панамцы имели возможность откуда-то иметь тоже какой-то доход. И поэтому они берут займ в этом. И ФАРУ — это государственное учреждение, которое занимается именно со студентами. Вот. И им дают, по-моему, $300 в месяц. Вот. Это более-менее помогает студентам там в России. Вот. Конечно, $300 в России. Вот. Потому что за квартиру им нужно платить, за свет нужно платить, за все нужно платить. Учебники, я помню, нам в конце семестра всегда нам дали кучу учебников. Зимнюю одежду нам сразу, как приезжали мы туда. То есть выдавали? Да, выдавали зимнюю, осеннюю одежду, летнюю одежду. В те времена нам давали $300 рублей на одежду. Но это в 1976 году. 300 рублей, это было 300 рублей. Потому что туфли сколько стоят, ботинки сколько стоят, наверное, рублей 10-15. Да. Пальто стоило сколько? 40-50. Поэтому. И это было хорошо таким образом. Да, вот. Но сейчас им нужно все это покупать. Okay. Много панамцев покидают Панаму в поисках лучшей жизни? Да, в другие страны. Да. Я сказал бы нет, но есть случаи, но не так сильно, как другие страны, как мы слышим, что Сальвадор, Гондурас, Венесуэла, Никарагуа, Панама не наоборот, приезжаю сюда искать. Поэтому, конечно, есть те, которые хотят, не хотят, а ездят учиться, вот. И если они могут работу поручать, особенно в США. То есть, если предложат в США, они не отказываются? Конечно, много не отказываются. Чем панамцы гордятся в своей стране? Я сказал бы то же самое. Природой своей. Природой? Кто-то говорит Панамский канал, кто-то говорит природа. Вы как считаете?
Я сказал бы природой. Без нашей природы не был бы канал. То есть ваша природа редкая, не везде такая? Да. Ну, вы сами видите, вот и здесь сидим, вот деревья. Не каждая Латинская Америка достопримечательность имеет, как у вас? Нет. Каждая страна имеет свою особенность, я сказал бы, да? А наша особенность – это наша природа. Я не сказал бы, что наша природа лучше, чем у других, но она уникальна. Это не значит лучше, хуже. Круто. Это потому что сибирская тайга – это красиво, красота. Я в Сибири был 4 раза в стройотряде. 4 раза работал в Устилиме, работал тоже в этом Иркутск. Ну, Иркутск принадлежит Устилиму. Братский ГЭС был, но не работал, был на экскурсию, но работали мы в Братске. То есть у нас было такое место, поселок Клушибулак, где мы там тоже строили. То есть 4 года, или 4 раза ездил я в стройотряд. Какие религии у панамцев? Католики. Главная, или, так скажем, самая популярная или главная религия – это католическая церковь. Но есть очень много теперь евангеликов. Евангеликов очень много. Но главное у нас это католическая церковь. А религия христианская, я сказал бы, так идет. Католическая церковь, потом Baptist Church, потом это евангеликос, мусульмане и так далее. Ясно. Ваш бизнес на сегодняшний день – это бытовая химия. Вы работаете как с физическими, так и с юридическими лицами. У вас свои магазины есть? Да, мы юридические лица. Своих магазинов у вас нет? Нет, магазин нет. У нас только есть этот завод наш маленький. Ну, Это ваш собственный завод? Да. Собственное производство? Собственное производство. И вы работаете только по Панаме? Да, пока да. Но есть планы развиваться в другие страны? Планы всегда есть, но, по крайней мере, нет. В других провинциях. Другие страны не планируют? Пока нет, пока нет. Тяжело. А в чем проблема видите? Нет, придется внедрять очень много большие деньги, вот, и поэтому пока не думаем другие страны. Но качество ваше, насколько, Очень хорошее. насколько оно лучше и в плане цены? Вот, допустим, ваша бытовая химия и бытовая химия привозная там из Америки, чем ваша лучше? Я сказал бы качество и стоимость. Тоже. Потому что наша цена, мы много не добавляем, прибавочную стоимость у нас не очень высокая. У других стран, да. Извини, другие фирмы, да, но мы нет. Поэтому наша хорошая и дешево. Извините. Поэтому. А так, например, у нас есть, ты в магазин идешь и найдете вы, например, моющие средства для полов, да? Найдете 5 видов максимум. Черри, лаванда, лимон, еще. 5 видов. А у вас какие? 40. 40? Да. Хвоя, состав, да? Да, все есть. Понимаете? Для каждого потребителя, да? Да. Но Это наша особенность, я Но сказал. в планах можно вот франчайзи передавать, магазины, мини-магазины открывать. Все это у нас было в планах, и до сих пор это в планах. Мы это не отрицаем, но все идет Постепенно. Да, постепенно. Хорошо. Тяжело вы учили русский? Учить русский язык в Панаме тяжело, Тяжело. но в России нет. В России нет. Да, потому что, когда мы приехали в Союз, да, мы уехали отсюда 13 сентября, и туда прилетали 15 сентября 1976 года. Потому что через Кубу мы были должны летать, чтобы визу получать и так далее.
Потому что в это время антикоммунизм был вообще, и должны были делать такие перелеты через Рабат, через Марокко. Вот. Мы прилетали с 15 сентября. С 15 сентября мы сразу, не сразу, ну, на медосмотр нас это самое отправили, делали всякие анализы и так далее. И сказали, вот, мы в состоянии учиться. Вот. И начали подфак. Только русский язык. Только русский. Только русский язык. Через примерно месяц тогда начали другие предметы. Если память не врет, по-моему, это была история КПСС или история Советского Союза, точно не помню. КПСС или Советского Союза. И потом это самое... не была химия сразу. Или химия. Нет, химия не была. Но это были 3 предмета, помню. И мы это до потом нам начали математику, химию и черчение. То есть 5 предметов мы учились на факте, на подготовительном факультете. Сколько? И поверьте мне, мы приехали 15 сентября в Воронеж. Так, нет, вру. 16 или 17, потому что 15 приехали в Москву, пока нас распределили и так далее. Все плакали, кто не плакал. Вот. И на поезде из Москвы в Воронеж ездили. И уже в октябре, где-то 15-20 октября, у нас уже был ансамбль. И пели русские песни. Русские песни. И пели «Полушка, поле, полушка, пирога, поле». Это главное. Потом пели тоже «Забота у нас простая, забота наша такая». Вот. Естественно, и наши латиноамериканские песни тоже пели. «La playa estaba desierta». Это «Чири-вири-ри», «Поро-по-по». У нас наш ансамбль, я играл на барабане, один панамец играл на второй гитаре, другой панамец играл на рояле, парень из Гвинеи, экваториальной Гвинеи играл на бас, не вру, на первой гитаре. А преподаватель наш, он играл на бас. То есть у нас такой ансамбль был. Представьте, не знали очень хорошо язык, но зато пели по-русски. Пели по-русски. И кроме того, уже в октябре я мог ходить в магазин. Не то, что совершенно, я мог говорить, например, хочу воду. Хочет воду. Типа такой, вот. И даже, я помню, когда был такой случай, анекдот. Мы купили яйца и хотели сковородку, но не знали, как говорить сковородку, не знали. Знаешь, что делали? Взяли яйца и показали продавщице. И она поняла. То есть язык так здорово было, что все было на русском языке, поэтому нам пришлось, как говорят, во что бы то ни стало, пришлось выучить язык, а то обратно домой. Год учили или полгода? Нет, мы русский язык до конца. Не, как быстро освоили? Ой, я сказал бы полгода. Не то, что отлично говорили. Но в Нет, магазин но за- магазин через месяц. можно сходить. Да, магазин через месяц зашли туда. И особенно и девушки тоже надо было как общаться с девушками, поговорить с ними. Вот. Девушки, давайте познакомиться, меня зовут Луис и так далее. Поэтому и у меня было особенно
личное такое дело, что я радиоприемник. Знаете, что раньше у всех был приемник? Это приемник я никогда не выпускал. Никогда не выпускал. И, конечно, слова я слышал. О, преподаватель говорит такое слово сегодня. И так далее. Да. Это мне очень помогло. До конца учебы. Даже соседи в Москве со мной меня хотели убить. Потому что я приемник всегда, вы знаете, 6 часов нашел. И я его никогда не выключал. Я закончил Менделеевский институт, и там у меня приемник был. Вот, Луис закончил Менделеевский институт и открыл панамский бизнес. Да. Всем спасибо за просмотр. Пока. До свидания. Пока.